резко спрыгивает с нашего балкона. Я так сильно закричала и разнервничалась, что мне кажется, что потеряла сознание. Всем привет, дорогие друзья! Меня, как всегда, зовут Ната, и добро пожаловать в новое видео. Что ж, сегодня вас ждет интереснейшая, страшная история из реальной жизни. А если вы хотите, чтобы я рассказала вашу историю, то, пожалуйста, пишите ее в комментариях под этим видео, либо мне в директе Инстаграма. И, кстати, вообще-то давненько я уже не слышала ваших историй, все как-то мало всего вы присылаете, как бы я намекаю. А, кстати, вот в Инстаграме я слышала, что много всего интересного, какие-то сторис каждый день, там посты новые всякие, вот. Я так слышала, вроде прикольно. А я также напоминаю, что все истории я буду рассказывать от первого лица, несмотря на то, что они произошли не со мной, а с вами, с моими друзьями, моей семьей, всеми, кто присылает мне свои истории. Если это будет история из моей личной жизни, я вам об этом дам знать. Дополнительно. Что ж, эту историю мне также прислала подписчица. А мы приступаем к истории. Эта странная, жуткая ситуация произошла со мной как раз зимой, несколько лет назад. Прямо в то время, когда у всех каникулы и отпуска. Сейчас мне уже гораздо легче об этом рассказывать, после того, как я проработала это с психологом. В общем, мне было 23 года, и с 19 лет я встречалась с парнем, моим теперешним мужем. Мы живем и жили в Австрии. У него на тот момент была довольно высокооплачиваемая работа, и мы регулярно ездили в небольшие путешествия. В том году, это был 2017, мы как раз собрались поехать в горы на рождественский период. Причем в этот раз мы хотели поехать именно только вдвоем и провести Рождество вместе, без остальных членов семьи. Сняли мы небольшой домик в поселке, который я нашла по очень доступной цене. И дело в том, что он находился вроде относительно недалеко от того самого курортного поселка, где мы собирались кататься на лыжах и проводить свое время. Но как бы не в самом этом курортном городке, а неподалеку. Это был милый небольшой домик с 2 этажами, но вокруг не было ни души. Туда даже добраться было делом не из легких. Мы ехали до поселка часа 2-3, а потом еще минут 50 по извилистой горной дороге, так еще и покрытой льдом, добирались до этого домика. И когда мы уже подъезжали к нашему съемному дому, я заметила необычный маленький домик, который скорее походил на хижину. Мне кажется, это был самый ближайший дом от нашего, а все остальные находились где-то в районе 500 метров и более. То есть у нас помимо своего дома была еще огромная территория. Мы заселились, и нам в целом все очень нравилось. Вокруг были горы, снежные сугробы и свежий альпийский воздух. Оказалось, правда, что там плохо ловит интернет, а о Wi-Fi и речи не может быть. К счастью, у парня был с собой ноут, потому что мало ли что там по работе могут вдруг спросить или еще что. Иногда было такое, что ему надо было срочно ответить, даже находясь в отпуске или на выходных. Да и мы, в принципе, предполагали, что с интернетом там будет беда, поэтому заранее скачали кучу всяких фильмов и сериалов. Конечно же, с рождественской тематикой, а также фильмов ужасов. Там также был телевизор, но мы даже не проверяли, работает ли телевидение, мы просто использовали его через кабель для просмотра этих самых фильмов и сериалов. Первая ночь прошла отлично, все было как обычно. Днем же мы поехали в этот курортный городок. И когда мы вернулись, уже было темно, часов 8-9 вечера, я сразу же заметила кое-что странное. У нас перед входом в дом, перед лестницей и крыльцом, на снегу были отчетливые следы от ботинок. Причем вели они как раз в сторону дома. И дело в том, что когда мы уезжали, утром шел снег, и это были явно не наши следы, ведь их бы уже замело снегом. К тому же мы выходили из дома и не возвращались туда. И следы должны были бы идти от дома, а не обратно. Мне стало не по себе, но в конце концов я подумала, что может быть это уборщик или хозяйка дома приезжала, потому что хозяйка, по-моему, что-то упоминала по поводу уборщицы. Правда,
Вообще-то она должна была прийти в среду, а был только понедельник, но мало ли что-то пошло не так. Да и меня никто не предупреждал о том, что она придет вот так вот без нашего ведома. Но я очень хотела расслабиться после тяжелого буйного дня и постаралась не накручивать себя. Я решила просто забить на эту ситуацию. Мы выпили вина и направились в спальню, которая находилась на 2-м этаже. Затем произошло кое-что еще более пугающее. В общем, когда я лежала на кровати, в какой-то момент краем глаза я заметила свет, который доносился прямо с балконной двери. А в нашей так называемой спальне был небольшой балкон, на который нельзя было добраться никак с улицы, то есть там не было ни лестницы, ничего, только через внутрь дома. И я отчетливо видела какие-то вспышки света, буквально несколько раз, будто бы кто-то сфотографировал меня. И свет шел не снизу, не сверху, а прямо с балкона. От испуга я закричала и рассказала все в слезах парню, чтобы я видела свет. Он сказал, что абсолютно не смотрел в ту сторону, но ему тоже показалось, что что-то мигнуло. Я попросила посмотреть его, что же там на балконе. Он взял с собой какую-то тяжелую металлическую статуэтку, так как у нас абсолютно ничего не было в спальне для обороны. Действовать нужно было быстро. Направился к балкону, вышел и не заметил там абсолютно никого и ничего. И этот балкон находился под навесом, но немножечко снега иногда туда заметало. И, как мне рассказал парень, уже потом, спустя еще парочку событий, он действительно заметил там шаги. У нас прямо на балконе виднелись следы от ботинок, хотя мы еще не выходили даже на этот балкон. К тому же, по его словам, ощущалось, что они были свежими, но в ту ночь, так как я уже была очень встревожена, он решил меня не беспокоить и не рассказал мне об этом тогда. И также позднее он сказал, что не только не хотел пугать меня, но и рационально размышлял и думал, что, скорее всего, действительно уборщица или уборщик приходили домой, и это все такое нелепое совпадение. Следующий день мы опять провели, катаясь на лыжах. Приехали в дом уже в темень, и тогда я просто адски устала. Парень пошел в душ на 2-м этаже, а я осталась на 1-м, лежала в так называемой гостиной, читала книгу. А на фоне играла какая-то музыка с ноутбука, но не очень громко. И в тот момент я вдруг услышала какие-то шаги, точнее сначала будто бы скрип двери, а затем будто бы шаги по лестнице, но я была на 100% уверена, что это Фил. Моего парня зовут Филипп. И когда Фил вышел из душа, я его спросила, чего это он ходил тут по дому. Он сказал, что он из душа никуда не выходил, и что он как раз хотел меня спросить, что я там хожу вокруг ванной. Ведь ему показалось, что как раз я бродила по дому, а нам двоим явно поплохело от этого. Даже Фил как-то изменился в лице. Что уж говорить про меня, я начала немного паниковать. Но парень убеждал меня, что дом старый и, скорее всего, просто скрипит, конечно же. И я от усталости не могла дальше переживать, и мы просто пошли спать. На следующее же утро мы прямо на крыльце нашего дома встретили мужчину, австрийца. Но говорил он с каким-то небольшим акцентом, необычным. Он представился как уборщик и сказал, что все никак не может застать нас дома, ведь хозяйка ему велела, чтобы он сначала познакомился с жильцами, представился и предупредил о том, что будет приходить убирать, когда нас не будет дома. Если честно, мне стало немного спокойнее, когда я это услышала, ведь моя теория о появлении следов на крыльце подтвердилась. Мы немного с ним поболтали, я рассказала о нас, откуда мы и все такое. И этот мужчина оказался очень безобидным и даже слегка вызывал, что ли, жалость. Он выглядел немного неухоженно, но был весьма приятным, а также очень сильно хромал на одну ногу. Ну и один его глаз смотрел в другую сторону. В общем, в итоге каким-то образом Фил пригласил его к нам на ужин. Вечером за ужином он принес к нам десерт в подарок, и мы спокойно общались, разговаривали. Он рассказывал немного о себе и также много про хозяйку дома. Он рассказывал, как познакомился с ней, много про то, какая здесь раньше жила семья, про поселок, про людей. Явно он знал очень много
немного о жителях этого маленького поселка и жильцах этого домика, а также немножечко сказал и про себя. Он жил раньше с женой в городе, но затем жена погибла, и он стал почти что отшельником. Перебрался в горы, очень долго ни с кем не общался и сказал, что очень скучает за людьми. Нас с парнем это как-то даже тронуло. После ужина мы разошлись, он направился к себе домой. Мы, кстати, даже не узнали, где он живет. Ну, в общем, но проблема в том, что той ночью, опять, когда мы с парнем лежали на кровати, вспышки на балконе повторились. Я вдруг набралась смелости и решилась встать самой посмотреть, что там происходит на балконе. И я прямо резко вскочила и побежала к балкону. И каково было мое удивление, когда я на самом деле кого-то увидела там. Я увидела, как человек, скорее всего, мужского пола, резко спрыгивает с нашего балкона на первый этаж прямо в сугроб и начинает очень быстро убегать от нашего дома. Побежал, на удивление, быстро, учитывая, что там было очень много снега. Я так сильно закричала и разнервничалась, что мне кажется, что потеряла сознание. На следующий день мы приняли решение уехать оттуда как можно быстрее, и хотя у нас оставалось еще пару дней нашего отпуска, нам очень повезло найти в курортном городке один свободный номер. И поэтому остаток времени мы провели именно там. Я все не могла понять, кто это был, почему он был у нас на балконе и что он делал, фотографировал. Но ведь со вспышкой фотографировать через окно — это тоже весьма странно. Я не понимала, удалось ему сфотографировать меня или нет, и вообще что происходит. И, конечно же, утром я позвонила хозяйке с жалобами, со слезами. Причем хотела поговорить с ней именно я, а не Фил. Также ненароком упомянула про того уборщика, который к нам приходил на ужин. А она сказала, что никакой уборщик к нам не должен был приходить. Да, уборщица должна была прийти в среду и позвонить ей во вторник, но она почему-то не отвечала на звонки. И как раз хозяйка хотела нас предупредить, что, к сожалению, уборщица не сможет прийти в эту среду, и ей придется искать какую-то замену. Затем я описала этого мужчину, и она просто бросила трубку. Все, она не отвечала. Я не знаю, кто это был, что происходит вообще, но она четко сказала мне, что это никакой не уборщик, и никто не должен был приходить в наш дом. Также где-то год назад я случайно наткнулась на статью об этом самом поселке, в котором мы останавливались. И там была новость о том, что мужчина 48 лет трагически погиб, упав с крыши двухэтажного дома. Конечно, не было никаких фотографий этого человека, только фотография домика. И это был как раз тот самый дом, в котором мы и останавливались. Еще несколько лет мне приходилось страдать от кошмаров. Мне постоянно снилось, что за нами кто-то следит. Мне также снился тот мужчина. И мы стали намного реже ездить в отпуск. Конечно, я рада, что мой парень теперь мой муж, и все якобы нормально. Я поборола эту травму, но это было очень непросто. Я не знаю, что хотел этот мужчина, откуда он знал так много про жильцов, жил ли он в той самой хижине, вообще что там происходило, и думать, если честно, об этом не хочу. Вот такая вот история. Ребята, будьте осторожны. Всем спасибо большое, кто посмотрел. Кому понравилось, ставьте лайк. Если вам не понравилось, ставьте лайк, потому что дизлайки больше не стоит ставить. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Заходите там в Инстаграм, смотрите. Вот, а мы с вами увидимся совсем скоро. Надеюсь, что будет чуть больше видосов на этой неделе. Всем пока-пока.